Я хотел купить игровые беспроводные наушники, притом именно эту модель форм-фактора вкладыши. Закинул к себе в корзину на Али и ждал сейла, чтобы купить их для обзора. Но мне, как и вам, в этот раз повезло. Эти ушки предложил мне наш местный ритейл на обзор. За освещение дал 2 коробки этих наушников для розыгрыша среди вас. Условия розыгрыша далее. А по ушкам мечта киберспорта. Задержка минимум, материалы топ, но моя шея для них слегка широка. А вот то, что после обзора у меня забрала их супруга, свидетельствует о том, что они еще и неплохо звучат. И на 50% громкости у меня они прожили бодрых 19 часов с одного заряда, при том, что производитель обещал всего 16. Кодек Qualcomm aptX HD на борту. Неплохо так? Сейчас расскажу подробнее. Tube 611, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня обзоры без лишних слов. Подписывайтесь с лайком, читайте описание, чтобы участвовать в розыгрышах. 5 Mi Band'ов 5 серии разыгрываю раз в месяц рандомно. И сегодня я расскажу вам максимально кратко о беспроводных наушниках-вкладышах на шнурке FlyDG CyberFox. Да, FlyDG делает много чего, включая наушники и все для игр. И сразу, чтобы выиграть одни из этих наушников-шнурков, которые я разыгрываю, достаточно сделать репост этого видео в любой социальной сети, поставить лайк и оставить в комментарии ссылку на репост. Подробно все в описании к видео. Теперь по продукту. Упаковка почти на отлично, даже подложка из пластика на ощупь довольно приятная. Внутри наушники, инструкция на английском и крайне убогий мешочек для переноски. По мне, к такой шикарной штуковине закидывать в комплект такое, это нарушать законы любой логики. Но черт с ним, с мешочком, конечно же, есть кабель для зарядки Type-C, сама гарнитура выполнена из серо-белого пластика. Есть еще черный вариант, но о нем далее. Все элементы управления и диод индикации состояния, включая порт зарядки USB без заглушки, как и микрофон, расположены на правом блоке шнурка. На корпусе левого и правого наушников есть по одному красному диоду. Когда наушники работают, диоды плавно, медленно мигают. Диоды можно отключить комбинацией кнопок Power и Volume Up или в приложении. Рассматриваем инструкцию. Здесь все стандартно. Есть QR-код для скачивания программы, чтобы обновить прошивку и настроить данные наушники. Есть и в App Store, и в Play Market. Пробуем программу на практике. Включили наушники, на 10 секунд зажали основную кнопку, единственный диод индикации стал попеременно мигать красным и синим цветом. Далее нашли через Bluetooth вашего телефона эти ушки, сопрягли, дали все разрешения девайсу, зашли в настройки Bluetooth, обрадовались использованию кодеку Qualcomm aptX HD, которые поддерживают данные наушники, зашли в скачанную программу, добавили наушники. Что можно сделать в приложухе, это отключить диоды подсветки, обновить прошивку, перечитать еще раз мануал на английском и изменить режим задержки. 3 режима задержки, в минимальной играть просто нереально удобно. Лично я при игре задержки не замечаю. Профы же и в проводных наушниках заметят задержку. Но я играю в PUBG Mobile, который оптимизирован под Bluetooth наушники. Защита от влаги и пыли IP54 супер скромно, но хоть пота и дождя можно не бояться. Заряжаются уши за 1,5 часа, на 50% громкости с Huawei P40 Pro они отработали у меня 19 часов. Я по факту устал просто ждать конца теста. Хорошо на ночь оставил играть музыку. Если бы сделал это утром, пришлось ночью бы не ложиться, чтобы засечь, сколько они еще будут играть, пока не разрядятся. По форме все максимально просто. Если вам по форме подходят AirPods, эти тоже подойдут. Они слегка более пузатые, но это компенсируется тем, под каким углом ваш наушник попадает в наружный слуховой проход. В итоге они сидят в ушах очень комфортно. Форм-фактор, как вы заметили в вкладыше, он подразумевает, что окружающие будут слышать все, что происходит внутри ваших ушей. Но попытка экранирования в принципе заметна. На 50% громкости соседу придется прислушиваться, что именно у вас проигрывается в наушниках. На максимальной громкости наушники не хрипят, но мозг закипает так, что окружающие даже очень громкие звуки становятся не слышно совсем. Длина шнурка 83 см, вес всего 23 грамма всего шнурка. На мою шею диаметром 43 см дуга довольно маленькая, хотя не мешает. Внешне довольно сильно топорщится, а ощущаю я ее довольно комфортно. На шее моей супруги диаметром в 33 см наушники сели отлично и внешне, и по ощущениям. Скорее всего, они рассчитаны по форме на шею до 40 см в диаметре. 7-летнему ребенку по размеру наушники тоже сидят отлично. От тряски головой из ушей наушники не выпадают, можно в них и пробежаться, хотя они не про спорт. Конечно, Bluetooth 5 версии на борту фирменная технология Fox Speed TM, которая оптимизирует задержку передачи данных без потери. Чип Qualcomm QCC 3034 с поддержкой всего и вся. Примерную задержку в YouTube и PUBG можете услышать сейчас. Вот вам пример. Мне играть комфортно.
Микрофон неплохой, в процессе тестового звонка никаких проблем с качеством передачи речи не возникло. Меня слышали хорошо, хотя идеальным по мне микрофон не назвать. Как всегда, пример на улице и в помещении. Тест микрофона беспроводных наушников CyberFox. Могу сказать, что в принципе в помещении все наушники работают неплохо. Микрофоны у шнурков находятся там, где они должны быть, и поэтому у них звук самый-самый хороший. В помещении очень плохая акустика, то есть здесь эхо, и если вы меня слышите хорошо, значит микрофоны отрабатывают хорошо. Если плохо, значит плохо, и так будет слушать вас ваш собеседник. Тест микрофона беспроводных наушников FlyDG на шнурке рядом с дорогой. Мимо меня проезжают машины. Ветер довольно слабый. Если вы меня слышите хорошо, значит это неудивительно, потому что в принципе такие микрофоны плохими очень редко бывают. Если плохо, значит все очень плохо. Ввиду того, что микрофон большой, находится правильно. Вот так вас будет слышать собеседник. По звуку. Внутри полуоткрытый динамический драйвер диаметром 14,2 мм и композитной диафрагмой на борту. Громкость с запасом, которой хватит даже для полуглухого маньяка, который обожает долбилку. Звук максимально объемный. Яркий, но немного пустой, сухой, если вы хотите так. Не хватает детализации, даже делая скидку на то, что это вкладыши. Можно даже найти низкие частоты, как и у всего в данном сегменте, они скромные, но достаточные для комфортной игры. До Vivo TVS по звучанию, конечно, как до Китая. Но эти вкладыши в принципе не про звук. Мне качества звучания хватает для моих задач с головой. Играть в игры, смотреть фильмы, слушать подкасты, использовать как гарнитуру просто шикарно. Да и музыку можно послушать, если вы не аудиофил. А если вы аудиофил, что вы делаете в сегменте беспроводных наушников? Не наказывайте себя. У наушников нет сенсоров приближения, нет функции мультиподключения, нет анимации и магнитов, какие обычно бывают в головках наушниках, как у OnePlus. Кнопки всего 3, но есть все, начиная с изменения громкости и ответа на звонок и заканчивая паузом и плеем. Цена по ссылке в описании к видео в России 4200 рублей на данный момент. На Али ссылку тоже добавляю, но она не особо отличается по цене. Единственное отличие, на Али их еще и в черном цвете продают, но в Российской Федерации есть гарантия, это же все-таки магазин, так что решать вам. В принципе, как всегда. Резюмирую, советую всем игрокам, а еще тем, кто считает, что от ТВС наушников не на шнурке может начать болеть голова. Я медленно и верно перехожу на их темную сторону и допускаю, что исследований в принципе довольно мало, а мы не все покупаем AirPods с хоть какими-то тестами и оценкой количественной составляющей излучения. Шнурок просто топовый, разыгрываю 2 таких с удовольствием, ссылка на группу ВКонтакте с веткой, где отписываются победители в описании, спецом для хейтеров и скептиков. Не забывайте поставить лайк за труды, приходите сегодня на стрим, обещаю, будет интересно. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!